Один из крупнейших вулканических регионов мира, край вулканов и гейзеров. В чистых реках нерестятся лососевые рыбы, в лесах хозяйничают бурые медведи, а на морском побережье солнечные ванны принимают сивучие нерпы. Это Янбыян, и я добралась до очень далекой и невероятно красивой части нашей страны – Камчатки. Да, именно здесь начинается Россия. Лучшее место для приключений. Затерянный мир, полный красоты и опасностей. О, приехали! Как на Камчатке не попасться на глаза голодному медведю? Я предлагаю идти шумно. Эй! Ого! И легко ли тут прокормиться самому? Вот это рыбеха! Бочки икры, тонны морепродуктов. Чем еще богаты камчатские места? Папа. Верно. И где, как не здесь, можно покорить холодную Тихоокеанскую волну? Я просто катаюсь! А потом выйти на прогулку по горячей лаве. Сейчас реветь буду. Приготовьтесь удивляться. Путешествие в далекую, но такую прекрасную часть России начинается. Удивительный край вулканов манил, но идея попасть сюда разбивалась об «очень хочется» да невероятно дорого. Впрочем, в этом году я решилась, и забегая вперед скажу, зря я так долго медлила. Я когда собиралась на Камчатку, посмотрела прогноз погоды. По прогнозу было где-то плюс 16 градусов, плюс 20. Я думаю, наверное, будет холодно, взяла только теплые вещи. А здесь такая жара, сегодня плюс 27. Имейте в виду, Камчатка – это не холодно. Но все равно теплые вещи надо с собой брать, на всякий случай, потому что погода меняется очень резко. Думаете, перелет на Камчатку стоит кучу денег? Эта статья расходов далеко не самая высокая. Мне повезло, билеты на прямой рейс из Москвы и обратно обошлись примерно в 25 тысяч рублей. Стоимость снижают субсидии. На самой Камчатке все как в Европе – либо бесплатно, либо дорого. И если мне не изменяет память, последний раз, когда я заправлялась, бензин стоил то ли 46 рублей 95, то ли 48. Здесь он стоит 56 рублей. Я считаю, что это, конечно, очень дороговато, но, в принципе, мы находимся на Камчатке. А вы напишите в комментариях, сколько стоит бензин в вашем городе. А это цены на овощи. Как говорится, почувствуйте разницу. Дороговизна объясняется тем, что доставляют эти продукты самолетом, а этот транспорт все-таки не дешевый. Да, цены на Камчатке, конечно, кусаются, но я хочу поделиться с вами одним секретом, который позволяет мне экономить в поездках. Это кредитка Тинькофф All Airlines. Идеальная карта для путешественников, и сейчас расскажу почему. Во-первых, с ее помощью я экономлю на авиабилетах. Если покупать их на travel.tinkoff.ru, мне возвращают 7% от стоимости. Причем цены на этом сайте точно не выше, чем на других агрегаторах. За бронирование напрямую у Аэрофлота, S7, Победы, Урал Airlines, UTair кэшбэк 2%, как и за любые другие покупки по карте. Собираюсь ехать куда-нибудь поездом, беру эту карту и также на travel.tinkoff.ru. Возвращаются 5% от стоимости ЖД-билета. Во-вторых, Тинькофф All Airlines позволяет экономить на отелях. Если бронировать гостиничный номер на букинге через travel.tinkoff.ru, то милями вернется 10%. Цены, кстати, не отличаются, а все скидки букинга сохранятся. Милями можно компенсировать стоимость билета любой авиакомпании мира. 1 миля равна 1 рублю. И в-третьих, недорогое обслуживание самой карты. А вместе с этой кредиткой абсолютно все получают страховку на 50 тысяч долларов. Она работает для оформления визы, подходит для активного отдыха, включает страхование от потери или задержки багажа и бесплатно продлевается каждый год. Тут тоже сплошная выгода. А еще беспроцентный период до 55 дней, удобное приложение и мобильный банк. И на Камчатке, и в других городах и странах Тинькофф All Airlines мой постоянный попутчик. Советую. Тем более сейчас у Тинькофф крутая акция. Если оформите карту до 20 августа, то получите в подарок 5000 миль. При условии, что первый месяц потратите 10 тысяч рублей. Ну что, вернемся на Дальний Восток? Петропавловск-Камчатский – один из первых русских городов Дальнего Востока. С него начинается путешествие по полуострову, и им же они и заканчиваются.
Памятников тут немного, но те, что есть, напоминают о героических поступках, что совершали первооткрыватели этих мест и, конечно, прославленные моряки. В черте города лежбище ушастых тюленей. В мире таких мест всего 2. Второе в американском Сиэтле. Вот на этом месте должны были быть сивучи. Но сейчас не сезон, и они куда-то уплыли. Обидно. Впрочем, на полуострове много всякой живности, которую мы, жители средней полосы, видели разве что на картинках. Камчатку с 3 сторон окружает вода. Западные берега омываются Охотским морем, восточные – Беринговым и Тихим океаном. Так что говорить, насколько разнообразен этот водный мир, я думаю, излишне. Тут и маленький планктон, и огромные киты весом в десятки тонн. Ластоногие тоже хозяева этих мест. Почему бы нам не подплыть к ним немного поближе? Капитан Сергей встречает меня на белоснежной яхте. И тут же разочаровывает. Погода для морских прогулок сегодня не очень. Но все же решаем идти, на удачу. А может быть, какой-нибудь другой день пройти когда-нибудь таких волн, или они здесь всегда? Да нет, не всегда. Моя цель – увидеть косаток. Но волны все выше, и в такую погоду они почти никогда не выныривают. А опытные их смены стараются не выходить в море. Это опасно. А спасатели долго приезжают, если что? Я думаю, они вообще не приедут. И я смотрю, здесь, в принципе, никого нет поблизости, таких же сумасшедших, как мы, да? Не, кто-то должен быть. У нас одна яхта ушла. Ну, ее уже не видно. Да. К обеду распогодилось, и где-то вдалеке замечаю кое-каких хозяев этих мест. Но, увы, не косаток. Ну, там вдалеке лежат нерпочки, загорают. В среднем так и есть, всегда их так здесь. Да? Ну, я вижу штук 5, наверное, их. Не, их больше. Больше? Да. Они сливаются с камнем, и их не видно практически. Вон, раз, два, три, 4. Десяток точно есть там. На границе Авачинской бухты 3 скалы. Живописно, не правда ли? У них еще и название интересное – 3 брата. Эти столбы, растущие из воды, стали настоящим символом бухты. И то и дело попадают в объективы многочисленных туристов. Море немного успокоилось, и капитан предлагает закинуть удочку. Сразу клюет. Нет, что-то сорвалось. Нет? А! Вот что значит дать. Очень быстро получилось. Ну ты что, дурында-то такая, а? Вот это рыбеха. Какая ты красивая. Может, ее отпустим? А что она не дрыгается? Жалко рыбу. Финальная точка нашей морской прогулки – бухта Гротовая. Как несложно догадаться, называется она так из-за обилия красивых гротов. Имя этой бухте, к слову, дали капитаны маломерных судов. Увы, косаток и китов в этот раз я так и не увидела. Зато чаек хоть отбавляй. Некоторые почти ручные. Давай, давай! Ну быстрее, быстрее, давай, 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 подлетай, подлетай, быстрее, быстрее, быстрее! Хватай, хватай, хватай! Молодец! Команды, как собака, знаешь? На яхте меня угощали ухой. Очень вкусно. Захотелось поближе познакомиться с морской кухней. Я слышала, что у вас ресторан славится местной кухней. Что вы можете посоветовать? Да, верно. В нашем ресторане достаточно много локальных продуктов. А если что-то из горячего, то возьмите ассорти тихоокеанских морепродуктов. Мы подаем его с эффектом фламбирования. И если хотите гарнир, я могу предложить тоже локальное блюдо. Это папоротник жареный. Папоротник. Верно. Отлично. Я даже не буду смотреть меню. Берем. Хорошо. Ого. Оказывается, папоротник съедобный. Из него делают множество блюд. И даже фестивали в его честь устраивают. Приступим. Пожалуй, начнем с краба. Какой он упругий. Такой сладковатый. Очень приятный вкус.
Не крабовая палочка, далеко. Я хочу очень сильно попробовать папоротник. Наверное, больше всего меня это интересует. Вкус такой напоминает, наверное, спаржу больше. Немножечко с кислинкой. И очень вкусно. Побывать на Камчатке и не попробовать красную икру – преступление. За ней на рынок. Близость моря с его роскошными дарами делают Камчатский край одним из главных поставщиков морских деликатесов на мировой рынок. Даже мои друзья и родные, когда узнали, что я еду на Камчатку, в качестве сувенира заказали не магниты с вулканом, а красную икру. Поэтому иду на рыбный рынок, узнаю, что почем. И рынок этот наполнен всяческими рыбами и морскими гадами. Под завязку. Рыбы здесь много, и голец, и все разнообразие тихоокеанского лосося. Чавыща, нерка, горбуша, киш, жучкета. На рынках их прям изобилие. Но низкие цены здесь явление редкое. Будьте готовы к тому, что задешево поживиться икрой и крабом тут вряд ли получится. Но продолжим изучать Камчатский полуостров. И мимо вулканов, конечно, не пройдешь. Сколько их здесь? Никто точно не знает. Одни справочники уверяют несколько сотен, другие насчитывают более 1000. На Камчатке нет ни одного одинакового вулкана. Все отличаются по времени образования, форме, строению и активности. Гуляя по Петропавловску, с любой точки можно увидеть исполинские громадины гор. Группу из 3 вулканов – Авачинского, Корякского и Козельского – местные жители ласково называют домашними, потому что эта троица максимально близка к городу. И лучше всего домашние вулканы видны с городских сопок. Иду на Никольскую. В парке Никольская сопка стоят вот такие таблички с надписью «Отличное место для фото», как бы намекая, что именно здесь нужно сделать фотографию для Инстаграма. В Москве – Кремль, в Санкт-Петербурге – Дворцовая площадь, в Петропавловск-Камчатском – она, Никольская сопка, главная достопримечательность. У Никольской сопки есть еще одно очень романтичное название – сопка любви. Видимо, тут принято говорить о своих чувствах, и я не буду оставаться в стороне и признаюсь в любви этим завораживающим видом. К вулканам Камчатки можно добраться пешком. Обычно трекинг занимает от 1 дня. Или вертолетом. Именно такую экскурсию из-за нехватки времени я и выбираю. Управляет вертолетом опытный пилот Олег. А вы давно летаете? С 2011 года, 10 лет. Сначала вертолет купил, а потом уже задачился права получать и так далее. Я как бы так случайно купил вертолет. А потом уже, да, ну я умел как бы летать, я там товарищ натаскивал. Под нами девственные леса, живописные речки и поражающие воображение скалы. Словом, пейзажи, которые не описать словами. Первая остановка – кратер вулкана Ксудач. Когда-то высота этого вулкана составляла 2000 метров, но из-за множества извержений исполин стал короче на километр и приобрел вид обрезанного конуса. Зато это сделало гору самой живописной в округе. На вершине несколько озер, одно из которых называется Ключевое. Озеро Ключевое в кратере Судач обладает уникальными свойствами. Например, вы берете камень, кидаете его, а он не тонет. Ну, на самом деле этому есть логическое объяснение. Это просто не камень, а пенза. И ее здесь очень много. А если сейчас присмотреться к воде, то видно, что от нее идет пар. Я приподношу руку, и прям чувствуется такая, знаете, очень выраженная теплота. Хочу засунуть в воду руку, но, если честно, боюсь, что обожгусь. Но надо попробовать. Она горячая. Слушайте, ну я не знаю, мне кажется, градусов 70-80. Не кипяток, но я не могу руку держать в воде. Подписчики в соцсетях, держитесь. Сторис сегодня будет много. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. К сожалению, я не могу все уместить в видео, поэтому в инстаграме все то, что остается за кадром. Летим дальше, к Мутновскому вулкану. Подлет к нему – фантастика. Приходится лавировать между скалами. Это захватывает дух. Вершины в снегу, который не тает. Даже в такую аномальную для этих мест жару. И можно есть там площадочка либо на этой стороне, либо на той всегда есть площадочка. Вот в этом году я круглый целый год летал. Вот пандемия помогла нам. Народ ехал всю зиму, едва
мы что без него не летаем, уже туристов нету, все, холодно. А в этом году, говорю, вот январь, февраль, март, весь апрель практически как погода, как мы летали. Здесь место такое прям очень ограниченное для посадки вертолета. Два маленьких влазят, если большой, то уже... Это вот здесь, да? Да, вот площадочка маленькая. На земле того и гляди, из-под ног вырвется огненная лава. Стойкое ощущение, что мы высадились на Марс. Это что-то невероятное! У меня просто... Я потеряла дар речи. Господи, как же это круто! Тухлыми яйцами, правда, пахнет очень сильно. Такое впечатление, что ты находишься на какой-то другой планете. О, у меня аж мурашки по коже побежали. Нереально, нереально. Камчатка – это какое-то открытие этого года для меня. Я по-другому просто сказать не могу, сейчас реветь буду. Кратер Мутновского хранит вулканическое озеро ярко-голубого цвета, которое окружают ледники и струи пара из самых недр. В нос бьет не сильно приятный запах сероводорода. Ой, слушайте, конечно, запах. Нам гид сказал, что нужно дышать как можно меньше этим, потому что вроде бы это не опасно, но вечером может голова очень сильно болеть. Какой-то космос! Такое впечатление, что там какой-то супчик варят. Слушайте, какой интересный, такой ярко-желтый цвет. Эти трещины, из которых идет выброс вулканического газа и пара, называют фумаролами. Здесь, конечно, очень необычно. Идет такой жесткий выброс сероводорода, лежит снег, внизу речка. И вообще такое впечатление, как будто ты находишься где-нибудь на Марсе. У меня других ассоциаций просто нет. Так, пошли дальше. Это место постоянно меняется. Допустим, в прошлом году вот этой фумаролы еще не было. Поэтому каждый год, каждый раз, как будто все заново. И о особенности, которая ставит вулкан в ряд красивейших творений природы в мире. Со склона Мутновского течет речка Вулканная, которая образует 80-метровый водопад. Он переходит в каньон, и водопад и ущелье называют опасными. Знакомьтесь, водопад опасный в опасном ущелье. Я не знаю почему, но здесь очень много вот таких вот башенек. То ли люди загадывают желания, то ли это просто какая-то традиция. У меня нет идей. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментарии, потому что мне очень интересно. Попробую я тоже поставить сверху. Темнеет, так что вынуждены лететь дальше. Следующая остановка – кратер вулкана Горелый. Оттуда мы здесь с подветренной стороны. Здесь всегда колбасит и турбулентность. Фронтир в горле першит. Да. Тихо, куда ты вниз, так и тиска. Тебя, ну, то вверх, то вниз. Ой. Ну да, вот такое тут есть. Ну, давай вниз, давай. Потоки подхватывают нас. Так, ну я далеко не поеду, лучше вы пешочком. Я вот здесь вот присяду на камушках. Да, конечно. На вершине Горелого более десятка кратеров, которые создают причудливые пейзажи. В одном месте природа создала подобие входных ворот. Это место наиболее популярно у туристов. Барабанная дробь. Что же мы увидим в кратере вулкана Горелый? Так. Слушайте, какой же он глубокий, а как же он рванул-то, наверное. И, как обычно, озерцо. Пилот советует возвращаться как можно скорее,
Погода на Камчатке непредсказуемая. Но даже то, что удалось увидеть, словно кадры из фантастического фильма. Как вам? Слышно тебя? Отлично, говорю, в восторге. Восторг. Земля. Это было просто нереально здорово. И так как сейчас уже все хорошо, приземлились, я могу признаться, когда мы только взлетели, первый раз мне было безумно страшно. На следующий день встаю ни свет ни заря. Сейчас 8 часов утра, идет дождь, я с рюкзаком, и вы, наверное, догадались, что я отправляюсь куда-то подальше. Держим путь на горный массив Вачкажец. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Готовы? Готовы. Меня зовут Степан, я сегодня ваш гид. Нас ждет увлекательное путешествие. Если вы готовы, поехали. Поехали. О нашем маршруте суть позже. А пока заскочу за знаменитыми камчатскими пирожками, которые едят все местные. Про сокачинские пирожки знает каждый местный житель. Раньше здесь сидели бабушки и продавали свои пирожки с разными начинками. И они были такими вкусными, что вся округа о них узнала. И лет 15 назад стали строить вот такие вот палатки и кафе. Но вкус пирожков не поменялся. Многие даже специально приезжают за ними из Петропавловска-Камчатского. И это, извините меня, почти 100 километров. Если поедете куда-то по трассе на север-Камчатский в сторону Малок или Ключевской сопки, обязательно заходите в этот пирожковый рай. Именно так этот пятачок с несколькими десятками пирожковых называют камчадалы. Место, конечно, пользуется бешеной популярностью. Так, ну что, мы отправляемся в поход на целый день. Я думаю, лучшего перекуса нам не найти. Свое название горный массив Вачкажец, к которому мы направляемся, получил от ительменов. Говорят, когда-то давно они называли его Учкагач, что переводится как «стекающая с каменной вершины». Но на Камчатку пришли русские и немного облегчили название горы. Но мне кажется, получилось не сильно проще. Наш путь лежит через одно из живописных озер. Раньше до озера Такхалоч можно было подъехать только на подготовленных внедорожниках. Сейчас проезд закрыт, поэтому приходится идти на своих двоих. Степанов, нам долго еще? Чуть-чуть еще, пойдем. Пойдем. Буйная растительность, много цветов, ягод и животных. В целом прогулка пока приятная, немного достают комары и периодически возникают мысли о медведях. Думаешь, как вылетит сейчас из-за куста, как даст тебе мохнатой лапой? Здесь много медведей водится. Вообще, да, популяция камчатского бурого медведя с каждым годом растет. Очень сложно контролировать эту популяцию. Все больше и больше их, диких, бурых. Идти сюда без сопровождающего опасно. Все-таки местные знают, как обезопасить и себя, и туристов от не всегда приветливых медведей. А как вести себя в случае, если ты увидел все-таки мишку? Ну, если медведь находится далеко, то, конечно, надо медведю показать себя, опять же, покричать, пошуметь, посвистеть. Так как медведи довольно близорукие, они нечетко видят, и мы для них будем размытыми пятнами. А как у хищников заведено, они боятся того, что больше них самих. То есть нам нужно поднимать руки, рюкзак над головой, вместе браться. Он увидит какое-то огромное пятно, что-то еще и шумит, лучше я связываться не буду. И уйдет. Если медведь проявляет к вам интерес, то лучше уступить ему дорогу и отстраниться, уйти куда-то в сторону и подальше. У Степана с собой специальные отпугивающие шумелки и дуделки. Но лучшие шумелки – это мы сами. Но я предлагаю идти шумно. Эй! Ого! Степан, скоро у нас привал. Что, уже устали? Да. Но нет, на самом деле здесь не рекомендуется делать привалы, нужно одним ходом. Здесь всего 3,5 километра, нам нужно дойти до озера Тохкалоч, там мы уже передохнем. Да, дошли. Ну вот, наконец-то мы добрались до первой нашей точки достопримечательности. Это озеро Тохкалоч. Горное озеро берет свое начало в ледниках, которые находятся в горах, и впадает в это озеро.
Глубина его достигает 6 метров. Вода, как вы можете наблюдать, кристально чистая и очень красивая в горном пейзаже. А ее можно пить? Ну, из речек воду пить, конечно же, можно, но в самом озере не рекомендуется, потому что в стоячей воде развиваются разные микроорганизмы, бактерии и прочее, которые не всегда благоприятно влияют на человека. Также здесь мы, если бы не туман, сейчас могли бы наблюдать замечательный тот самый горный массив Вачкажец, который состоит из нескольких вершин. По правое плечо от меня, где-то там в тумане, скрывается гора под названием Летняя Поперечная. Справа вот здесь находится гора Вачкашцы, состоящая из 2 пиков, и чуть дальше по ущелью находится Вачкажец. То есть Вачкашцы, Вачкажец и Летняя Поперечная вместе образуют тот самый горный массив. Но сейчас, к сожалению, немного туман закрывает нам, но будем надеяться, что немножко сейчас рассеется, все-таки увидим. Чуть-чуть не повезло. Да, высота всех этих гор в горном массиве около 1500 метров над уровнем моря. Продолжаем путь. Наша конечная цель – водопад. А до водопада долго еще? Ну, недолго. Треть от озера уже прошли. Осталось совсем чуть-чуть. Вода кончилась. Срочно нужно пополнить запасы воды. Все, там чуть повыше есть ручеек. Под любым кустом может прятаться бурый, поэтому применяем проверенную защиту. Эй! Веселее, ну ладно уже. Справа кедач, слева ольхач. Кедровый сланник и ольховый сланник. Встретились на перепутье нашей тропы. О, снег. Июльский снег. Июльский снег. Он вкусный самый. Вот здесь можно пополнить запасы водички. Фух, пошла я. Чистая, вкусная, горная вода. Осторожно. О, приехали. Нормально все? Помочь? Нормально. Наверное. Ну, не могла я все-таки не упасть. Естественно. Ладно. Пить-то все равно хочется. Ой, какая она холодная. Степан объясняет, вода течет с горных ледников, поэтому она очень чистая и вкусная. На Камчатке вообще почти все реки питьевые. Везде можно найти воду, чтобы пополнить силы. Ну а сейчас, в принципе, в нашем походе самое сложное место. Для того, чтобы увидеть заветный красивый водопад, нам необходимо преодолеть реку Тахкалоч. То есть нам нужно ее перейти? Нам нужно, да, попасть на тот берег. Несколько вариантов есть. Можно пробовать перепрыгивать по камушкам, можно перейти босиком, но вода холодная, сводит ноги и не очень рекомендуется. Или брать с собой резиновые сапоги. Вот, у нас их сегодня с собой нет, поэтому мы будем пробовать перебираться по камушкам. Оно того стоит, да? Реально стоит. Поэтому вперед. Хорошо, ладно. Холодно, как холодно! Проходим сюда. Все, даем руку. Раз. Все, нормально. Освежает? Больно-то как! И это действительно стоило того. Награда, ради которой мы преодолели несколько опасных километров, водопад реки Тахкалоч. И сейчас он максимально обилен. Очень здорово. Особенно сочетание воды с ледником. То, что вода пробила ледник и прям как будто уходит в пещеру какую-то. Полюбовались и хватит. Нас ждет такой же сложно проходимый путь назад. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда б и не подумали так высоко строить Дом! Новый день, новое место. Халактырский пляж. По цвету черный.
30 километров измельченной лавы, которая попала в океан после извержения камчатских вулканов. Камчатка – это рай для путешественника. Одни сюда приезжают для того, чтобы изучать флору и фауну, другие – покорять вулканы, а третьи – укрощать холодные воды Тихого океана. Именно тут условия для серфинга самые подходящие, ведь волны здесь постоянно. А мне интересно, как тренируются любители этого вида спорта. Серфинг – это, конечно, очень красиво и романтично, но нелегко. Особенно в холодных водах Тихого океана. Почему Камчатка такая популярная для серфингистов? Вот откуда это повелось? Но изначально, вот это место, где мы находимся, первая школа серфинга в России. Такой основной посыл культуры пошел отсюда. А второй фактор, самый главный, самый простой, это Тихий океан. Это единственное место в России доступное, где можно прилететь на самолете или там, если местные перейдут на машине, и 20 минут ты как бы на океане. Антон Морозов – основатель школы и хозяин лагеря. И он с удовольствием заряжает любовью к серфингу и Камчатке учеников и обычных туристов. Так как мы прокачали еще зимний серфинг. Зимой тоже можно здесь серфить? Да. То есть делали видео, фото, людей стало это интересовать. И сейчас к зимнему серфингу относятся не как раньше. То есть раньше говорили: о, нифига, типа, это жесть. Что за люди какие-то, монстры там. Вот. А сейчас, типа, вот этой зимой мы работали практически через день. Чтобы поломать стереотипы, которые у тебя тоже есть, давай ты попробуешь серфинг, естественно. В океан? Да. Холодный? Да. Именно сейчас. Ну все, пойдем. Вот это да! После инструкции я и опытная серфингистка Ульяна идем в океан. Признаться, с досочными видами спорта у меня не очень, но все-таки хочется побороться за свою свободу, хоть и страшно так, что коленки дрожат. Я просто катаюсь. Я только прокатилась круто. Ну вот и я покорила Тихий океан. К слову, в гидрокостюме совсем не холодно. Ульяна здесь давно, так что крупных обитателей здешних вод, в отличие от меня, видела не раз. То есть нет какой-то постоянной преступники. Они сюда не выползают? Нет, они только в океане достаточно пугливые, то есть они близко не подплывают. Мы недавно видели кита, касатки. Да, вот у нас касатки здесь проплывали, прям полники было видно. Где-то метрах, наверное, 10, наверное. Ничего себе. У меня есть немного времени, чтобы предпринять еще одну попытку исполнить мечту. Курс на бухту Русская. У меня Камчатка получается вообще без животных. Я не видела ни медведей, ни касаток, ни сивучей. Но сегодня я решила еще одну попытку предпринять и отправиться в открытый океан. Так что держим пальцы, может быть, сегодня повезет. Здесь почти нет волн и ветра, его останавливают стены сопки. И вот они, касатки. Но подарки от природы на этом не закончились. А вот и сивучи пожаловали. В общем, вышла комбо. Как же они кричат, эти сивучи. Вот и сивучи увидели. Сивучи. Ты не край земли, а рай.
И гейзер счастья бьется через край. Обними меня медвежьей хваткой, утяни на глубину, моя касатка. Я хочу твоим лососем быть, научи против течения плыть. Разорву о камни грудь, одолею путь. Знаю, время не вернуть, а любовь вернуть. Я прошу, пусти под свой туман, тише, тише, не буди вулкан. Покажи мне океан, тихий океан, моя Камчатка. Камчатка, конечно, тоже Россия, но будто другая планета. Суровая и бесконечно прекрасная. Несколько дней я пыталась проникнуться ее особым духом и разгадать ее загадку. Первое удалось, но со вторым вышло не очень. Свои многовековые тайны этот край земли не спешит раскрывать. Одно ясно, путешествие на Камчатку просто создано для тех, кто готов пожертвовать привычным комфортом, чтобы получить гораздо больше. Фантастический мир, который не на далеких орбитах. А вот он, совсем рядом. Это был Ян Буян. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Путешествуйте со мной каждое воскресенье. Увидимся!